Happy birthday to you, happy birthday to you. Привет, меня зовут Сергей, и сегодня у меня день рождения. Если вы хотите поздравить меня, то вы можете сделать это в комментариях к этому видео. Или просто поставьте лайк, мне тоже будет очень приятно. Я же, в свою очередь, сейчас отрежу кусочек этого тортика и выпью кружечку чая за ваше здоровье. Но это видео было бы, конечно же, неполным и каким-то неполноценным, если бы мы сегодня ничего не сплели. И поэтому сегодня мы с вами будем плести вот такие замечательные тортики с клубничным вареньем. Ну что, поехали! Приготовьте ваш крючок и резинки того цвета, который вы выберете для плетения вашего тортика. Я представлю, что мой торт будет как будто бы с клубничным вареньем, и поэтому буду использовать резинки розового цвета. Если вы хотите сделать шоколадный торт, то используйте коричневый цвет. Если какой-нибудь зефирный торт, то используйте белый цвет. Итак, берем одну резинку выбранного нами цвета и накручиваем на крючке 3 оборота этой резинки. Один раз, закручиваем второй и закручиваем третий раз. Эта резинка у нас будет являться центром нашего тортика. И вокруг этого центра мы с вами будем постепенно наплетать лучики. Как лучики у солнца, представьте. И эти лучики будем наплетать по окружности вот этой центральной резинки. Давайте начнем плетение первого лучика. И всегда в процессе плетения мы будем брать по 2 резинки. Возьмем 2 резинки, накинем на кончик крючка и снимем на эти 2 резиночки те 3 оборота, которые мы только что сделали. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. Это у нас одно звено цепочки получилось, одно звено лучика. Затем берем еще 2 резинки и на них уже скидываем то, что у нас уже заготовлено. Это второе звено цепочки. И теперь третье звено делаем. Готово. Вот это центр. Помните, я вам говорил, вот эта самая первая резинка, это центр. А сейчас мы с вами сделали один лучик. Первый лучик у нас состоит из 3 звеньев цепочки. Все остальные лучики будут состоять из 2 звеньев. Давайте делать следующий лучик. Для этого вставляем крючок внутрь центральной резинки, которую мы скручивали в 3 оборота. Далее берем 2 резинки розового цвета и протаскиваем их внутри этой центральной резиночки, закрученной 3 оборота. Протаскиваем. И вторую часть этой резинки, этой пары, возвращаем обратно на крючок. Дальше берем еще 2 резинки и продолжаем наращивание этого второго лучика. Накидываем на палец и проводим сквозь те петельки, которые у нас были на крючке, но не на все, а только на петельки вот этого второго лучика. Посмотрите сейчас, что у нас получилось. Вот мы видим с вами центральную часть, я ее держу левой рукой, и 2 лучика. Один лучик правее из 3 звеньев, и другой лучик левее из 2 звеньев. 2 лучика есть, и сейчас будем еще плести следующие. Но, когда мы с вами сделали 2 звена лучика, нам нужно сделать следующее. Берем, накидываем 2 резиночки и на них протаскиваем все петельки, которые у нас находятся на крючке. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. То есть после того, как 2 звена сделали, мы все резиночки, все петельки скидываем на пару. Теперь делаем следующий лучик. Вновь заводим крючок внутрь центральной резинки. Накидываем 2 резиночки, проводим их внутри этой центральной и вторую часть возвращаем обратно на крючок. Это мы сейчас 3-й лучик делаем. Дальше еще 2 резинки накидываем сюда, протаскиваем их сквозь первые 2 петельки и вторую часть возвращаем обратно на крючок. Вот у нас получилось 2 звена третьего лучика.
После того, как два звена сделали, нам нужно взять две резинки и накинуть на них все то, что уже на крючке есть. Возвращаем другую часть обратно на крючок. Еще раз посмотрим на то, что у нас сейчас получается. Вот здесь у нас центральная резинка, которая 3 оборота закручена. И от нее идет один лучик, далее второй лучик. И только что мы сделали еще третий лучик. Всего нам нужно сделать 12 лучиков. Давайте продолжим. Для создания четвертого луча мы сначала вставляем крючок внутрь центральной резинки. Далее накидываем на кончик крючка пару резиночек, выводим их здесь. И вторую часть возвращаем обратно на крючок. Наращиваем этот лучик еще раз. Накидываем две резинки, пропускаем внутри и вторую часть возвращаем. Из двух звеньев состоит у нас следующий лучик, и поэтому мы сейчас берем две резинки и на них скидываем все то, что на крючке находится. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. Дальше делаем следующий лучик. Заводим крючок внутрь центральной резиночки, скрученной в 3 оборота. Накидываем пару, проводим ее внутри и вторую часть возвращаем обратно на крючок. Дальше берем еще пару, накидываем, проводим внутри и возвращаем на крючок. Вот еще один лучик у нас готов. И поэтому мы сейчас его соединим с другими резинками, которые на крючке есть. Накидываем пару на кончик крючка и на нее протаскиваем все резинки, которые уже на крючке есть. Переходим к созданию следующего лучика. Заводим крючок внутрь центральной резинки. Берем парочку, накидываем, делаем раз, накидываем еще парочку, делаем 2 и накидываем еще парочку, закрепляя этот лучик с предыдущим, проводя эту пару резинок внутри всех петелек, которые у нас уже находятся на крючке. Посмотрите, мы с вами сделали уже половинку круга, и нам осталось сделать еще половинку. И как раз там, наверное, 6 лучиков у нас и получится. Всего нужно 12, вы помните. Заводим крючок опять внутрь центрального, внутрь центра, внутрь центральной резинки. Накидываем пару. Раз. Следующую пару. 2. И закрепляем лучик с предыдущим. Накидываем и проводим сквозь все петельки, которые на крючке уже есть. Замечательно. Допустим, вы сбились со счета и уже не можете понять, сколько вы сплели вот таких лучиков. И давайте посмотрим, как это можно легко посчитать. Обращаем внимание на первый лучик. И у него есть первая резинка и вторая из центра, которые идут. А третья резинка — это уже резинка как бы окружности. И нам именно с этой резинки и нужно начать счет. Первая резинка, далее смотрим вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и на крючке сейчас у меня 7-я находится. И соответственно еще нам осталось 5 таких лучиков сделать. Продолжаем. Теперь давайте посчитаем еще разок, чтобы нам не сделать больше, чем нужно. Обращаем внимание на первый лучик. У него есть одно звено цепочки, затем еще одно звено цепочки. А считаем мы с третьего звена. Вот оно, видно здесь. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестая, седьмая, 8, 9, 10, 11 и на крючке у меня сейчас как раз 12 звено вот этой цепочки окружности. Посмотрите, что нам нужно сделать. Сейчас нам нужно соединить вот эту начальную часть с конечной частью, чтобы именно форму круга приняла наша заготовка.
Сначала из тех резинок, которые у нас уже есть на крючке, мы с вами должны сделать петельку. Заводим одну пару внутрь этой же самой пары. Дальше заводим крючок внутрь цепочки, откуда у нас идет начало. Либо можно во вторую завести, либо в третью. Ну, я заведу во вторую, тут особо принципиальной разницы нет. Затем возьмем даже одну резинку, не две, накинем на крючок и проведем ее сквозь все петельки, которые у нас на крючке есть. И дальше из этой одной резинки делаем петлю. Затягиваем ее, и получается у нас сейчас вот такая заготовка. И это первый слой нашего тортика. Нам нужно сделать сейчас будет еще один слой. Но чтобы эта петелька нам пока не мешала, мы ее давайте куда-нибудь внутрь вплетем. Заводим крючок внутри каких-нибудь петелек, накидываем резиночку, которая нам как бы мешает, и засовываем внутрь. Чтобы она скрылась, засунем ее еще куда-нибудь поглубже. Завожу в любые произвольные петельки и туда вплетаю нашу резиночку, которая у нас завершала вот этот слой. Теперь расправим немножко, и вот такая заготовка на данный момент есть. Дальше нам нужно сделать еще один слой, чтобы наш тортик выглядел немножко побольше. Делаем это следующим образом. Заводим крючок внутрь любой вот этой петельки, которая идет по окружности. На крючке должно находиться 4 резинки. И теперь берем 2, накидываем их на кончик крючка и протаскиваем внутри петелек, которые у нас были на крючке. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. На данный момент у нас вот так сейчас все выглядит. Дальше накидываем еще одну пару на те петельки, которые у нас находятся на крючке, и вторую часть возвращаем, как обычно, на крючок. И еще разочек делаем, чтобы получилось у нас 3 звена. 3 звена мы делаем только первый раз. Во все последующие разы будем делать по 2 звена каждого лучика. Для плетения следующего лучика нам нужно завести крючок в то же отверстие, куда и заводили вот этот первый лучик. То есть в каждой петельке, в такой, у нас будет по 2 лучика. Это мы один сделали сейчас сделаем другой. Заводим крючок внутрь этой же петли, откуда идет и первый луч. И набираем цепочку из 2 звеньев. Накидываем пару, выводим, накидываем обратно на крючок. Дальше накидываем пару, на нее только первые 4 резиночки и возвращаем на крючок. Вот второй лучик мы сделали. И теперь эти 2 лучика мы закрепляем друг с другом, накидывая пару резинок и проводя эту пару сквозь все петли, которые на крючке есть. Вот 2 лучика, которые находятся на одной петле. Теперь переходим к следующей петле, и там тоже будем делать 2 лучика. Заводим крючок в следующую петлю, которая находится немножко левее. На крючке должно находиться 4 резинки этой петли. И наращиваем. Все последующие лучики у нас состоят из 2 звеньев. Вот мы одно звено нарастили, и затем наращиваем еще одно звено. Так. Теперь, после того, как нарастили 2 звена, мы соединяем этот лучик с предыдущими. Для этого проводим пару внутри всех петелек, которые находятся на крючке. Дальше. В эту же петельку, с которой только что работали, мы заводим крючок еще раз, чтобы в этой петле сделать 2 луча. И сейчас мы второй луч как раз и будем делать. Накидываем пару резинок, проводим их внутри этой петли, накидываем раз и наращиваем, чтобы получить лучик из 2 звеньев. 2. Замечательно. Берем еще одну пару и на нее накидываем все резинки, которые на крючке у нас уже находятся. И смотрите, у нас на первой петельке получилось 2
лучика. И на второй петельке тоже, вы видите, получилось 2 лучика. Поэтому мы переходим к следующей петле, чтобы и на ней сделать 2 луча. Проводим крючок внутри следующей петли, накидываем пару резинок, внутри их проводим, возвращаем. Следующую пару накидываем. Вот у нас получился еще один лучик. Соединяем его с предыдущим, накидывая на пару резинок все петельки, которые на крючке уже есть. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. На этой петле у нас сейчас находится один луч. Нам нужно сделать еще один. Поэтому заводим крючок внутри этой же петельки. Накидываем пару на крючок внутри. Выводим, накидываем обратно. И еще одну пару накидываем, проводим сквозь эти петельки и возвращаем обратно. Соединяем этот луч с предыдущим, проводя пару резинок внутри всех петелек, которые на крючке у нас уже есть. Замечательно, мы с вами сделали 6 лучиков вот этого второго слоя. Таким образом, продолжите плетение по остальной части окружности и наберите всего, в первом слое у нас, вы помните, получалось 12 лучиков, а во втором слое мы на одну петлю делаем 2 луча, значит 12 умножить на 2, получается 24. Во втором слое у нас должно быть 24 вот таких лучика. Вы их можете посчитать, если вдруг сбились со счета, вы можете их посчитать вот по этим петелькам, которые у нас идут по окружности. Но если ошибетесь, допустим, в одном-двух лучиках, сделаете меньше или больше, то абсолютно ничего страшного не будет. И я тоже доделаю вот этот слой за кадром. Ну вот такая заготовка у меня получилась. Теперь давайте посчитаем, правильное ли количество лучиков мы сделали. И считать будем вот по этой окружности. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 петелька, которые находятся на крючке. Давайте из нее как раз сделаем петлю, заведя одну ее часть внутри другой ее же части, и соединим вот эту часть с той, которую мы только что закончили. Для этого заводим крючок внутри вот этих первых петелек, берем одну резинку, накидываем на кончик крючка и накидываем на нее все петли, которые у нас находятся на крючке. Затягиваем петлю. Так, и вплетаем ее куда-нибудь внутрь, чтобы она нам не мешала. Я завожу крючок внутри любых петелек и провожу вот эту петлю, мешающую нам, внутри этих петелек. Раз, и затем еще раз, чтобы она не торчала, проводим куда-нибудь внутрь. Вот так. Замечательно. Теперь давайте посмотрим на то, какая сторона этой заготовки пока будет у нас лицевой и главной. Вы можете посмотреть вот так с одной стороны. Если она вам нравится, то оставляем ее. Или посмотрите с другой стороны. Если вот эта сторона вам больше нравится и как-то более красиво выглядит, то оставляйте эту сторону лицевой. Но я, допустим, буду использовать вот эту. Теперь нам нужно придать некоторую форму этой заготовки, чтобы она была больше похожа на тортик. То есть вот так за границу между двумя слоями я немножко приминаю и выравниваю нижнюю часть таким образом, чтобы она больше именно по кругу была и более вертикально стояла, а не чтобы как салфетка этот тортик у нас был. Вот примерно такая форма у вас и у нас тоже должна получиться. И теперь мы с вами приступим к созданию украшения для нашего торта. Я предлагаю нижнюю часть украсить
шоколадом. Ну, шоколад из резинок, конечно же, будет. И эту шоколадную часть мы с вами будем делать из резинок черного цвета. Можно, конечно, использовать и коричневый цвет, но черный, мне кажется, более контрастный, и он тоже на шоколад вполне похож. Посмотрим, как это делается. Берем, заводим крючок внутрь одной из петелек. Вы видите, вот здесь по окружности у нас петельки. И причем, обратите внимание, у петельки есть сторона, которая ближе к наружной стороне, а есть другая часть, которая ближе к внутренней стороне. Так вот, нам нужно завести крючок сквозь две резинки только наружной стороны этой петельки. И в дальнейшем мы будем работать только с наружной стороны. Дальше берем черную резинку, проводим ее внутри этой пары розовых резинок. И из этой черной резинки мы сейчас должны будем сделать петельку. Накидываем, сейчас еще раз показываю. Возвращаем другую часть обратно на крючок. Вот что на данный момент имеем. И делаем петлю, проводя одну часть черной резинки внутри другой ее части. И петля у нас получилась. Эту петлю сильно не затягиваем, а заводим крючок внутрь следующей пары резинок, которые принадлежат следующей слева петле. Дальше берем одну черную резинку, накидываем на кончик крючка и проводим ее сквозь розовые и сквозь черную резинку, которая у нас уже на крючке есть. Вторую часть возвращаем обратно на крючок и сейчас сделаем уже из этой резинки петлю, проводя одну ее часть внутри другой части ее же самой. Вновь заводим крючок в следующую пару резинок, опять берем черную, накидываем на крючок и проводим сквозь розовые и сквозь черную. И из этой резинки тоже делаем петлю, проводя одну ее часть внутри другой ее же части. Дальше следующая пара резинок у нас на очереди. Опять накидываем черную, проводим раз и проводим два. И делаем из черной вот этой резинки петлю. Раз. Следующая пара. Накидываем. Сюда черная. Раз, два. И делаем петлю. Следующая пара. Раз, два. И делаем петлю. Посмотрим на наше произведение сбоку. Вы видите, что здесь получается вот такой шоколадный слой. И таким шоколадным слоем нам нужно обвязать всю окружность вот этой части нашего будущего тортика. Итак, мы с вами дошли до конца этой окружности, и сейчас самое время вот эту петельку куда-то деть. А куда нам ее деть? Мы ее с вами должны опустить, пропустить, даже не опустить, внутрь вот этой окружности. Давайте сделаем это. Заведем крючок внутри окружности, можно даже внутри вот этой первой черной резиночки, ее захватить в том числе. И накинуть сюда черную петельку, пропустить внутрь и где-нибудь здесь затянуть. Затянуть, спрятать с помощью других резиночек. Я ее просто вплетаю внутрь. Все. Замечательно. И вот у нас нижний шоколадный слой готов. Можно еще разочек поправить наш тортик. Теперь давайте сделаем шоколадную глазурь еще и в верхней части этого тортика. Вы видите, что в верхней части есть такие петельки. Вот пара, дальше пара, еще пара и так далее. По окружности мы видим пары петелек. Берем одну резинку черного цвета и сначала пропускаем крючок внутри пары любых петелек. Накидываем черную резинку и пропускаем ее внутри. Вот так у нас сейчас должно быть. Теперь берем еще одну черную резинку. Вы, кстати, можете чередовать, например, черный цвет еще с каким-нибудь. Проводим крючок внутри петельки, которая у нас уже здесь закреплена. И внутри проводим другую резинку. И из нее делаем петлю,
проводя одну ее часть внутри другой ее же части. И вот у нас сделана петелька, и резинка, эта черная, как бы немножко удлинилась. И поэтому мы с вами сейчас можем завести крючок внутрь следующей пары резинок, захватить черную и протащить внутри. Еще дальше можно протащить, если позволяет длина резинки черного цвета. Так. И вот сквозь 3 петельки мы пропустили. Теперь давайте ее еще немножко нарастим с помощью еще одной черной резинки. Для этого накидываем раз, проводим внутри и делаем из этой резинки черную петлю, проводя одну ее часть внутри другой ее же части. Тоже слегка затягиваем и заводим крючок внутрь еще следующей пары розовых резинок и внутри проводим черную. Так, дальше ищем здесь где-нибудь пару, тоже внутри проводим. Еще немножко нарастим, заводим внутрь, проводим черную внутри и из этой черной делаем петлю. Допустим, вот в эту пару мы с вами заведем ее. Так, еще разочек. И, наверное, здесь нам еще на одну резиночку нужно будет удлинить. Накинули. Раз. 2. Проводим внутри вот этой пары. Все, я думаю, что достаточно и для этого слоя хватит. Теперь нам нужно вновь спрятать вот эту часть черной резинки внутри. Для этого заводим крючок внутри и просовываем его сквозь розовые петли и сквозь одну вот эту черную петлю. Вот таким образом. Берем другую часть черной резинки и проводим ее внутри нашего тортика. Можно здесь вплести, чтобы она никуда не делась и не убежала. Берем, захватываем ее и вплетаем в какие-нибудь резиночки. Замечательно. И вновь расправляем наш торт, придавая ему форму круга, похожую на торт. Замечательно. Теперь давайте тортик украсим зефирками. Зефирки делаются очень просто. Берется одна резинка, накручиваем ее на крючке 1, 2, 3 оборотика. Можно даже 4 оборотика накрутить, более плотная будет. Дальше берем еще одну белую резинку, накидываем на кончик крючка и на нее скидываем все 4 петельки белой резинки, которые мы с вами сделали только что. Вторую часть возвращаем на крючок и из этой белой резинки делаем петлю, проводя одну ее часть внутри другой ее же части. И у нас получилась вот такая заготовочка для зефирки. И эту зефирку мы с вами закрепим где-нибудь сверху тортика. Заводим крючок внутри. Выводим его здесь, захватываем петельку длинненькую, которая у нас имеется, и проводим внутри, выводим ее здесь, и зефирка у нас закреплена. Чтобы резинка более прочно была закреплена и вот так нам не мешала, мы ее, как обычно, вплетаем в какие-нибудь произвольные розовые резинки. Заводим и внутри вот так вплетаем. И что здесь будет торчать, это ничего страшного, потому что у нас здесь изнаночная сторона торта, а лицевая у нас вот эта. И сделаем еще одну зефирку. И вообще можно украсить вот так по кругу такими зефирками. Или белыми, или разноцветными, или какими-нибудь еще. Накручиваем 1, 2, 3, 4 оборотика. Накидываем белую резинку и скидываем все эти 4 оборота на нее. Вторую часть возвращаем на крючок и делаем петлю. Допустим, вот сюда куда-нибудь эту зефирку разместим. Накидываем, проводим внутри и куда-нибудь вплетем. Например, вот сюда. Захватываю и вплетаю. Отлично. 2 зефирки есть, и вот так по кругу украсьте еще несколькими зефирками.
Итак, я сделал 6 зефирок. Думаю, такого количества вполне достаточно. Если хотите, вы еще можете сделать эти зефирки не только на верхней стороне торта, но и с боковой стороны. Просто вот так окружив этот тортик зефирками. Но нам сейчас осталось сделать еще свечу, чтобы мы ее могли задуть и загадать желание. Свечу я буду делать из резинок зеленого цвета, и давайте посмотрим, как она делается. Берем сначала одну резинку и накручиваем ее на крючке 4 оборота. 1, 2, 3, 4. Дальше берем 2 резинки, накидываем на кончик крючка и на нее скидываем все 4 оборотика, которые у нас уже на крючке есть. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. Далее берем еще 2 резиночки, накидываем на крючок и скидываем заготовку на эту пару. Вторую часть возвращаем на крючок. Делаем еще один раз так. Накидываем пару, скидываем заготовочку. Вторую часть возвращаем обратно на крючок. И еще разочек сделаем так. 1, 2 и 3. Свечка у нас готова. Такой длины, я думаю, вполне хватит. Теперь нам нужно сделать огонь. Для создания огня нам нужно взять резинки розового, красного или какого-нибудь яркого цвета, похожего на огонь. 3 резинки, накидываем их на кончик крючка и протаскиваем сквозь те петельки, которые на крючке уже есть. Вторую часть этой тройки возвращаем обратно на крючок. Далее делаем из этой тройки резинок петельку, проводя одну часть этой троицы внутри другой части этих же резинок. И максимально затягиваем, насколько это возможно. Но при затягивании обращайте внимание на то, чтобы огонь у нас смотрел именно в верхнюю сторону, в верхнюю часть. Так, чтобы это было похоже больше не на резиночки, а именно на огонь, то мы возьмем ножницы и отрежем верхнюю часть этих резинок. И теперь, видите, больше на огонь похоже. Осталось эту свечу лишь закрепить. Для того, чтобы ее закрепить, мы заводим крючок внутри самой первой резинки, которую закручивали 4 оборота в самом начале создания свечи. Дальше берем одну резинку зеленого цвета или любого другого и проводим внутри петелек первой резинки. Делаем петлю из этой одной резинки. Замечательно. Теперь заводим крючок снизу в центральную дырочку, в центральное отверстие. Накидываем на крючок вот эту зелененькую и вытаскиваем с внутренней стороны. Немножко протаскиваем, чтобы свеча чуть-чуть залезла в это отверстие. Расправляем нашу свечечку. Если хотите, можете вот эту зеленую резинку куда-нибудь вплести, но мне кажется, что свеча и так вполне неплохо держится. Еще раз напоследок расправляем наш тортик. И, в общем-то, он у нас готов, довольно аппетитный получился. И можно уже отрезать кусочек и есть его. Я надеюсь, что этот урок вам понравился. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях ваши отзывы и впечатления об этом уроке. Какие-то советы и, может быть, что-то вы хотите мне сказать, какие-то слова. Ставьте лайки и до новых встреч в следующих уроках. Пока!